В мире искусственного интеллекта постоянно что-то происходит, появляются все новые и новые модели. Но сегодня мы поговорим о чем-то действительно особенном, о целом семействе ИИ-моделей, которая, похоже, способна серьезно изменить правила игры. Речь, как вы уже догадались, пойдет о QVN3. Сразу хочу отметить, что весь наш сегодняшний разбор строится на официальном документе. Это технический отчет QVN3, который команда QuantSen опубликовала в 2024 году. Так что вся информация, все цифры и выводы, они взяты непосредственно оттуда. Наверняка сейчас у многих промелькнула мысль «опять еще один новый ИИ». И знаете, это совершенно справедливый вопрос. Моделей сейчас действительно много, но QVN3 — это не просто очередное обновление. Здесь есть несколько фундаментальных идей, которые делают эту модель настоящим прорывом. Давайте же разберемся, в чем тут соль. Итак, пришло время познакомиться поближе с этим новым и очень серьезным игроком, который открыто бросает вызов признанным лидерам в мире искусственного интеллекта. Так что же такое QVN3? Ну, во-первых, это не одна единственная модель, а целое семейство. Размеры тут на любой вкус, от совсем крошечных моделей, которые могут работать даже на не самых мощных устройствах, до настоящего гиганта на 235 миллиардов параметров. Они используют разные архитектуры, в том числе и продвинутую смесь экспертов, или MOE. И что самое важное, все это полностью открыто под лицензией Apache 2.0. А это, конечно, огромный плюс для всего сообщества. А вот и первая ключевая фишка — это, по сути, два разных подхода к решению задач, которые разработчики умудрились уместить в одну единственную модель. Вот это действительно интересно. У моделей есть два режима работы. Представьте себе автомобиль, у него есть режим «Спорт» для быстрой езды по трассе, а есть режим «Эко» для спокойного движения по городу. Здесь похожая история. Режим мышления — это как раз спорт, он включается для сложных задач, где модели нужно хорошенько подумать и проанализировать все в несколько шагов. А режим без мышления — это «Эко» для быстрых, почти мгновенных ответов, как в обычном чате. И все это в одной модели, не нужно никуда переключаться. Но и это еще не все. Это не просто переключатель вкл-выкл. Разработчики ввели концепцию, которую назвали «бюджет мышления». Звучит интригующе, правда? На практике это означает, что можно буквально задать модели, сколько вычислительной мощности она может потратить на размышления. То есть можно гибко выбирать, нужен ли быстрый, но поверхностный ответ, или можно подождать ради глубокого и проработанного решения. Следующий момент, который нельзя обойти стороной, — это эффективность. QVN3 берет не столько грубой силой, сколько умом. Давайте посмотрим, как этим моделям удается быть такими производительными. В основе всего лежит просто невероятный объем обучающих данных. Только вдумайтесь в эту цифру. 36 триллионов токенов. Это гигантская, колоссальная база знаний, которая включает в себя все на свете, от научных статей и программного кода до мировой художественной литературы. Причем эта база знаний не ограничивается одним-двумя языками. Нет, QVN3 понимает и говорит на 119 языках и диалектах. Это просто огромный шаг вперед в плане глобальной доступности. Теперь моделью можно пользоваться в самых разных уголках планеты. Но как сделать маленькие модели такими же умными, как их гигантские собратья? С помощью очень изящного метода, который называется дистилляция от сильного к слабому. Представьте себе, что у нас есть гениальный профессор. Это большая, мощная модель. И он берет под свое крыло очень талантливого студента. Это модель поменьше. Студент не просто заучивает факты, он перенимает сам способ мышления профессора. В итоге получается невероятно способный специалист при гораздо меньших затратах ресурсов. А вот и наглядное доказательство того, как это работает. Это результаты теста MMLU, который проверяет общие знания. Смотрите. QuiGen3 с 32 миллиардами параметров показывает результат, который почти не уступает модели прошлого поколения на 72 миллиарда. То есть для достижения практически того же уровня знаний теперь нужно почти вдвое меньше ресурсов. Это просто фантастическая эффективность. Ну что ж, теория и красивые идеи — это замечательно. Но как QVN3 показывает себя в реальном деле в сравнении с топовыми конкурентами? Сейчас мы переходим, пожалуй, к самому интересному, к прямому столкновению. Начнем с очень сложного теста по математике и логике AI-ME24. И что мы видим? Флагманская модель QVN3235B. Очень уверенно обходит одного из главных конкурентов в мире open source DeepSeek-1. Это прямое доказательство ее выдающихся способностей к сложным многоступенчатым рассуждениям. А что насчет более общих задач? Давайте посмотрим на результаты теста LiveBench. И здесь просто поразительная картина.
Qwen 3 в своем быстром режиме, то есть без мышления, показывает результат выше, чем известнейшая закрытая модель GPT-4o. Это доказывает, что даже в режиме эко Qwen 3 остается невероятно мощным инструментом. Какой из всего этого можно сделать вывод? Он довольно очевиден. Qwen 3 не просто еще одна хорошая модель. Она устанавливает совершенно новую планку производительности для моделей с открытым исходным кодом, причем зачастую обходят даже более крупные и дорогие в использовании аналоги. Все эти технические детали, тесты и цифры подводят нас к главному вопросу. А что все это значит для индустрии? Как появление Qwen 3 повлияет на будущее искусственного интеллекта в целом? Давайте подытожим, соберем все в одну картину. Qwen 3 — это единая модель с двумя режимами работы. Она дает невиданный ранее контроль над процессом мышления с помощью бюджета. Она показывает высочайшую производительность, оставаясь при этом полностью открытой. Это новый стандарт эффективности. И это огромный шаг по-настоящему глобальному ИИ благодаря поддержке 119 языков. И все это подводит нас к финальному вопросу, над которым стоит задуматься. Когда настолько мощный, эффективный и, главное, настолько управляемый инструмент становится общедоступным, это не просто очередной технологический апдейт. Это дает возможность тысячам разработчиков, исследователей и просто энтузиастов по всему миру создавать вещи, которые раньше казались невозможными. Какие именно двери это откроет? Что ж, поживем — увидим.